Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас агрогороскоп на сентябрь месяц 2021 года, и он посвящен делам садовода. Время московское, хотя мы живем на юге Украины, юге Одесской области, но благодаря международному опыту и многочисленным сайтам, которые определяют время, дают возможность определить время по отношению к московскому времени любой стране и любому региону. Поэтому очень легко будет найти именно свое время для выполнения агроприемов в саду. Начинается 1 сентября в знаке Близнецы, но это будет ночь, а утром уже в 8:27 Луна перейдет из Близнецов в знак Рак. И здесь будет находиться до конца суток, также будет 2 сентября, ну и 3 до 18 часов 59 минут. Но для посевов и посадок у нас время не подходит 3, потому что это время Луны без курса. Сейчас у нас посевы, пока их нет, но можно высаживать рассаду клубники, земляники в начале месяца, поэтому этот момент нужно учитывать, и это сделать нужно 1 или 2. Также можно высаживать многолетние цветы и заниматься подготовкой посадочных ям. Но нельзя делить корневища в это время, и нельзя собирать урожай для хранения, для переработки. Конечно, если собрать для того, чтобы приготовить что-то вкусненько, полакомиться десертными яблочками, грушами, ягодами, конечно же, это все делается каждый день. И что я хочу еще, очень важный момент, на что обратить внимание. Смотрите, поливы и подкормки – это знак стихии воды. Очень важно сейчас подготовить наши растения к тому, чтобы они хорошо перезимовали. А для этого нужно их опрыскивать. Кремний, калий. Находите эти элементы питания, они позволяют созреть древесине и хорошо выстаивать эти перепады температур и, естественно, зимние эти стужи, морозы и снега. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на этот момент. Совместное полива с подкормками по листьям, листья еще зеленые, эта подкормка даст очень хороший результат. Ну, идем дальше, потому что уже 3 числа вечером в 18:59 Луна перейдет в знак Лев. Кстати, это все у нас убывающая Луна. Движемся к новолунию, поэтому можно в это время уже во Льве, вечером уже темно, а уже 4 можно заниматься обрезкой растений, собирать урожай, семена, кстати, хорошо собирать во Льве, семена садовых растений. Ну и что в это время лучше не делать, это поливы и подкормки. Во Льве это стихия огня, поливы бесполезны, ну а подкормки опасны. Несмотря на то, что уже во многих регионах не жарко, однако без воды эти подкормки по листьям не дают результат. Ну а так как физиологические процессы уже затихают, и под корень тоже эти подкормки с важными элементами питания, это кремний и калий, они тоже не дадут того результата, на который мы рассчитываем. Далее очень важный момент начинается, смотрите, время черной луны, потому что уже 5 во Льве начинается время Гекаты. И уже 6 ночью в 2 часа 6 минут переход Луны в знак Девы. Здесь в Деве будет находиться и 7, и 8 даже утром. И только в 6 часов утра, в 21 минуту, перейдет 8 в знак Весы Луна. И это уже будет новая Луна, рожденная Луна. И этот период у нас практически ни посадочные работы, ни каких-то таких особых работ. Ну можно в новолуние, это всегда обрезки, если это сухой знак или огненный знак. Поэтому во Льве еще можно 5 обрезками заняться, но Дева ни в коем случае не обрезайте, потому что в Деве это опасно. Проверяла многократно, и опыт у меня такой, что лучше это не делать. Просто-напросто
хоть это осень, можете погубить свои растения. Перенесите обрезку, вы смотрите, если не успеваете 5 во Льве, можно обрезку проводить еще в Весах. Это новая луна, это время еще такое, что для растений это будет не опасно. Поэтому можете в Весах 8 проводить обрезку, 9, ну а 10 утром уже не надо, потому что далее будет переход Луны в знак Скорпион. В знаке Скорпион, мы поговорим сейчас чуть-чуть позже, что мы можем сделать 8 и 9, кроме обрезки. Напомню, что нельзя поливать, а поливы очень актуальны для многих регионов, там, где не шли дожди и продолжается засуха, поэтому обязательно на зиму поливайте основательно свои растения. И очень хорошо в Весах собирать урожай и закладывать на хранение. Вот этот момент тоже учтите, потому что дальше в Скорпионе это уже делать будет нельзя. 10 сентября с 9 часов 6 минут Луна уже будет в Скорпионе. Здесь будет находиться она и 11, и 12 до 11 часов 36 минут. И что здесь мы можем сделать? В Скорпионе опять же поливы и подкормки. Будьте, пожалуйста, внимательны к этому вопросу. Вместе с поливами проводите опрыскивание по листу, чтобы очень быстро доставить важные элементы питания, кремний и калий, каждой клеточке, и чтобы растение подготовилось к зимовке, чтобы созрела древесина, и растение хорошо подготовилось к таким важным климатическим изменениям, которые грядут. Что можно еще сделать? Посадить клубнику, землянику, у вас рассада уже есть. И готовить надо посадочные ямы. Если не на осень, то на весну. Обязательно нужно это заранее делать. Напоминаю, что в Скорпионе нельзя делить любые корневища садовых растений. И нельзя собирать впрок урожай. Нельзя закладывать на хранение этот урожай. Те же яблочки, груши, которые вы соберете и заложите на хранение в Скорпионе, они, к сожалению, очень быстро сгниют и испортятся. Следующий очень важный знак. Движемся уже. Первая фаза завершается. 12 в 11:36 Луна зайдет в знак Стрелец. Будет здесь находиться 12 до конца суток, 13 все 24 часа и 14 до 14 часов 34 минут. Что здесь происходит? В Стрельце практически здесь сбор урожая. Это знак стихии огня. Очень хорошо продукция сохраняется, но очень внимательно собирайте, тихо, спокойно, без ударов. Закладывайте отдельно каждое яблочко, чтобы оно не ударено было, чтобы не испорчено было, потому что в Стрельце очень ранимые растения, и не только растения, но и все. Это знак стихии огня. Так что собираем урожай и закладываем на хранение, а также готовим посадочные ямы. А 14 начинается очень хороший период в 14:35. И это уже Луна в знаке Козерог. Растущая Луна, замечательное время, когда можно 14 после 15 часов, все 24 часа 15 сентября, ну и рано утром до 8 часов 16. Что можно делать? Нарезать черенки, укоренять черенки. Многие розы любят укоренять сейчас в это время. Ну и у каждого, в каждой стране есть свои растения, которые укореняются. Очень, кстати, хорошо тоже в сентябре укореняются. И Козерог поможет в этом. Также можно высаживать саженцы декоративных, хвойных, плодовых, любых растений уже посадкам очень хорошо из контейнеров, из горшочков. Вот эти растения очень хорошо быстро принимаются и входят в зиму. Поливы и подкормки. Замечательный период можно использовать, снова же напоминаю, при поливах обязательно подкормка кремний, калий. Очень хорошо собирать урожай и закладывать на хранение. Смотрите, сколько дел нужно сделать вот это время Козерога. Но, естественно, мы все с этим все справимся. 16 сентября в 18:24 Луна перейдет в знак Водолей, знак стихии воздуха. А значит, можно собирать урожай, но нельзя поливать Водолей. Напоминаю,
Это для тех регионов, где очень сухо. Не поливаем ни в коем случае в это время растения. Хотя уже физиологические процессы практически затихают, все равно могут загнивать корни, и растение весной просто-напросто даже может проснуться, а потом вдруг пожелтеют листья и погибнуть. Будьте внимательны, это очень важно. Итак, 16, 17 и 18 практически весь день Водолей. Только собираем урожай на хранение, закладываем на хранение, но можем подготовить посадочные ямы, можем заняться уборкой сада. Любые хозяйственные вопросы Водолея приветствуются. Водолей у нас завершает свое действие 18-го вечером в 23:23 переходит Луна в знак Рыбы из Водолея. И здесь будет находиться 19, 20 и 21 до 6 часов 13 минут. Затем Луна перейдет в знак Овен и будет находиться здесь 22 и 23. Что здесь важно понять и сделать себе заметки? Это сожженный путь полнолуния. 21 у нас полнолуние в 2:56, поэтому в сожженный путь полнолуния никаких посадок не проводим. Единственное, что в рыбах можем 19 и 20 полить растения, но даже подкормки здесь уже не подойдут. Здесь настолько много энергии в полнолуние, что просто-напросто растение не сможет принять те питательные вещества, которые мы будем предлагать с помощью опрыскивания растений. Поэтому только поливы. Ну а в Овне мы можем собирать урожай и закладывать на хранение. Кстати, у полнолуния очень вкусные все плоды, они насыщены особой такой энергией и очень сладкие, вкусные, поэтому используйте, но только в Овне. В рыбах мы не собираем урожай. Сожженный путь полнолуния завершится уже 23-го в период Овна, ну а хороший период начнется уже в Тельце. Лучше после 16 часов уже можно кучу работы сделать. 23-го после 16 часов, 24-го все 24 часа и 25-го до 16 часов. Вот этот период будет очень важный, потому что после 16 часов Луна без курса. Хотя тут вот именно черенкование и пересадки нельзя делать, но поливы подкормки еще можно будет делать, потому что у нас переход затем будет знак Близнецы, когда нельзя уже поливать. И, естественно, вот в это время еще можно поливы и подкормки сделать. Но давайте вернемся к тому, что мы можем сделать в Тельце. 23-го после 16, 24-го все 24 часа и 25-го до 16 часов. Это черенкование, нарезка черенков. Там, где очень холодно уже и морозы, можете нарезать черенки для зимнего хранения. Ну а там, где теплые страны, можно еще и укоренять череночки. Собирать можно урожай и закладывать на хранение. Можно высаживать саженцы всех любых растений. Особенно хороши саженцы из контейнеров. Но если таких у вас нету, высаживайте то, что у вас есть. Все очень хорошо примется. Единственное, что советую, хвойные растения не высаживайте, не покупайте с открытой корневой системой. Вы просто-напросто потеряете деньги. Хвойные растения нужно пересаживать в течение 15 минут с момента выкопки. А когда вы покупаете, вы же не знаете, сколько оно на рынке и до рынка, сколько находилось с открытыми корнями. Поэтому берегите свои кошельки и свои финансы. Итак, в Тельце высаживаем любые саженцы, проводим подкормочки. Там, где тепло, где еще листья есть, обязательно кремний, калий. И, если надо, проводим защиту растений от вредителей и болезней. Это еще будет актуально. Там, где тепло. Следующий знак – это Близнецы. И в него Луна зайдет ночью 26-го в 3 часа 38 минут. И здесь будут находиться 27-го и 28 до 16 часов 34 минут. Что можно делать в Близнецах? Нельзя поливать. Сразу же говорю, это для тех регионов, где
сухо и жарко по-прежнему. Но зато очень хорошо в знак стихии воздуха собирать урожай, закладывать его на хранение. А также уже хорошо заняться уборкой наших садов, подготовить посадочные ямы к посадке весенней уже. Очень хорошо в это время собирать семена садовых растений. Очень хорошо, поэтому близнецы – это хорошее время для этого дела. Запомните где-то, если уже будут семена какие-то, пожалуйста, собирайте. И завершится месяц в знаке стихии воды. Это знак Рак. Луна перейдет сюда 28 сентября в 16:35. И здесь будет находиться 29 и 30 до конца суток. Но смотрите, здесь переход Луны из 3 в 4 фазу 29, а также это уже глубокий, конечно, глубокая осень для многих регионов. Поэтому, кроме поливов, если в этом есть необходимость, вот это основательный полив на зиму, ничего особого не делаем. Ну, еще можно хозяйственные какие-то работы выполнять, если есть хорошее настроение, погода позволяет, убираем сады, вычищаем все, готовим сад к зимовке. Вот такой он агрогороскоп садовода на сентябрь 2021 года. Авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик желают вам всем крепкого здоровья, а также хорошей подготовки вашим садовым растениям, чтобы они в зиму вошли подготовленными, крепкими, здоровыми, а весной порадовали хорошим цветением и в следующем году подарили вам прекрасный урожай плодов и ягод. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале.